Привет, ценители Red Alert. Показываю вам, как улучшить свое танкование. Так, техника SDF, JQ в народе называется официально. Но в нашем случае это SDF. Отсчитываете 20 танков примерно. Ну, либо визуально так смотрите. И потом заказываете по 10 сначала. Ну, либо по 5, то есть как вам все-таки будет удобнее, поэкспериментируйте. Я помню, что я когда начинал, я делал по 10 танков, заказывал. Потом перешел на 5 танков примерно. Но опять же, со временем вы вообще перестанете на это обращать внимание. Главное вам держаться низа, потому что снизу вверх танки стреляют дальше, чем сверху вниз. И таким вот треугольничком направляете сюда, 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 сюда. Иногда обратно, чтобы немножко держать, так сказать, позицию в руках под контролем. 2 раза кликаем на землю, SDF вы видите. На клавиатуре вы видите, как у меня нажимается Shift 3, Ctrl 3. Но на самом деле я нажимаю 2, 3, 4, 3. Про это есть тоже, как настроить горячие клавиши. Есть специальный плейлист, обучающие видео. Там вы можете всю эту информацию узнать. И вот, как видите, то есть мы накапливаем танки, меньше теряем, больше как бы теряет наш оппонент. Вот мы уже переходим в более такую наглую атаку. Сейчас уже можно лезть, поскольку танков у нас больше визуально, да, мы видим. Мы можем немножко поднаглеть, да, и пойти уже в атаку, давить, так сказать. Поскольку SJQ, SDF, точнее, работает именно тогда, когда у вас танков больше, чем у вашего противника. Если какие-то есть вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу в комментариях. Если что-то непонятно, какие-то по настройкам или по технике, или что-то не получается. Для этого я и создал канал, для того, чтобы помогать нашим ребятам становиться более профессиональными игроками в Red Alert 1. Чтобы вы могли играть в комнатах, там, где собираются уже профессионалы. Игра заиграет для вас новыми красками, так скажем. Потому что играть с профессионалами намного интересней. Это очевидно. Так, вот уже у нас... Это, кстати, не самый сложный уровень, потому что тут советские танки против советских. В следующий же раз я покажу вам, как с танками Альянса против танков советских. То есть танками Альянса против танков советских выиграть. Вот, я покажу вам. И сейчас, кстати, важный момент, то, что этой карты у вас, скорее всего, нету. Вот она, как называется. Я вам скину ссылку. Точнее, в описании под видео и в комментариях я напишу вот этот номер. Вы его скопируете, вставите, нажмете Enter сюда, и у вас появится эта карта. Добавите ее в избранное. И потом, когда захотите в нее сыграть, нажимаете Favorite и выбираете эту карту. Вот они у вас будут в самом конце где-то вот здесь появляться. И вот они, Challenge 2, Challenge 3, Challenge 4, Challenge 5. И таких челленджей на самом деле много. Это первый уровень, самый, я так понял, простой. Вот. И ставьте себе обязательно искусственный интеллект, чтобы у вас завершилась миссия. Потому что если вы его не поставите, то вы будете играть в эту карту, она не будет заканчиваться. У вас пройдет время, и танки будут выезжать и дальше, и дальше. То есть, ну, лучше ставьте себе. Ну как, не, если вы тренируетесь, вообще лучше сохранились, то есть запустили игру, быстренько сохранились. И видите, если не тянете, да, ну, загрузились и снова начали, чтобы вот это все не делать. Но это как бы, я думаю, что такая подсказка маленькая, да, но если кто-то вдруг создает каждый раз по-новому, то вам будет полезно и экономить время будете. Вот, так что, если любите Red Alert, как люблю его я, ставьте лайки, пользуйтесь моими видео, которые уже в большом количестве лежат в плейлисте обучающие видео, и становитесь сильнее, побеждайте, получайте удовольствие от своих побед. До связи.